化，饥饿蔓延，疫情肆虐，国际社会面临无数的风险和挑战。我们只有手腕相助，携手应对。Пятнадцатое июня 2025 года. Селигер. Неподалеку от деревни Хретень. Заряжаются от солнечных батарей всякие приспособления. Фонари, павербанк, фонарь павербанк и батарейки для радио. Опять ветер. Сохнет спальник, и на нем сидит вот такая вот здоровенная стрекоза. Лодка постепенно раздувается. Тут тоже стрекозы. Сегодня день стрекоз. Да, надо мешать макароны. Вот такое устройство импровизированное. Кстати, довольно устойчивое и надежное. Вот струбцина такая, бутылка подложена. Двигая это все, можно наводить, и не надо с собой возить штатив. До того берега
Ну, более 2 километров. Там видно отдельные лица людей, даже белку разглядели на дереве. Вот сегодня использовалась пила. Катана бой. Тут всякие тоже приспособления силки НАТО. Здесь вот в этом чехле лежит Генки Тимагари пила. И вот что же удалось отпилить с помощью пилы силки Катана бой. Вот такая вот. Сколько она? Сантиметров 40, наверное. Имеет в диаметре сосна сухая. Это здесь наблюдательный пост номер 2. Вон там где-то едет далеко-далеко моторка. Вот на таком расстоянии видно лица людей с деталями. И вот, собственно, где пилили. Вот это кто-то раньше отпилил, явно бензопилой. А пилили вот тут. Пришлось ее вращать, переворачивать. Вот она. Еще 2 дня погорит. Хороший костер. А это посохнет. Уж лежала на земле. Уже такая грибница там проросла. Когда я был здесь в 23-м году, вот эта сосна сухая, со следами пожара, была двойная. Ну и вот охламоны какие-то спилили, нарушили мемориальную сосну. Здесь вот тоже что-то пытались пилить. Такая она. А там вон остатки крыши домика. Тоже лежат разного рода бревна там. Печь утащили. Скорее всего, на металл срезали, уроды. Такая была печь лесная, достопримечательность. Ну что они там получили с нее? Ну 20 килограмм, может, она весит, сколько, я не знаю. 1000 рублей получили и пропили. Зато сколько труда пилить, вести. И ради чего? И нарушили благость этого места. Такие вот у нас. Вон смола выступила, где какие-то утырки вкрутили зачем-то шуруп. Зачем вот шуруп крутили? Ну только дай что повкручивать.
горчица. Сегодня будем, наверное, картошку готовить. Ну и вершу надо чинить. Одну починили вчера, поставили, ничего не поймалось пока что. Ну, наверное, погода такая. Была буря, рыба вся сникла. Это вода для технических целей. Стирать там. Из озера. А вот, собственно, верша, которую надо чинить. Она ненадежно и складывается, когда ее ставишь в воду. С этим надо что-то делать. Здесь проводилась инвентаризация продуктов. Спальники посушились. Сейчас будет стирка производиться. Ну и вот, поскольку солнце еще есть, зарядка производится напрямую. Хотя уже солнце такое. Надо, видимо, переставить вот туда, вот на более солнечное место. А так день сегодня хороший, солнечный, дождя нет. Тьфу-тьфу-тьфу. Но ветер, который мешает, к сожалению, заняться нормально рыбалкой. Июнь 25-го года. 2025 года. Ой, улетел пакетик. Это все надо подбирать. Вот ведется съемка через трубу подзорную. Конечно, это не очень тут, но даже не параллельно камера, но что-то видно. До лодки расстояние 800 метров. Или около километра. Ну, в общем, такое какое-то расстояние. Что-то он там ловит. Прям посередине озера.
О, крутит катушку. Малейшее сотрясение от ветра и привет. Вот. Что-то там. Нет, ничего не поймал. Ага, якорь достает. Или что он там делает? Мотор заводит, что ли? Ну да, пора уже. А, у него второй там спиннинг. Глядите-ка. И сачок такой. Может, он поймал что? Нет. Наверное, собирается уезжать. Ага, вот якорь. Вот он якорь. Видна воздушная дымка. Ну все, сейчас ветром его снесет из кадра. О, мотор заводит и привет. Ну, чуть-чуть мы его сейчас... О, прикуривает там, правильно. Сигарета видна. Спичками он там, что ли, прикуривает. Ну да, спичками. Прикуривает спичками, выбрасывает спички за борт. Такая съемка называется дигископинг. Что это филдскоп, ну или споттинг-скоп. И на цифровую камеру типа съемка. Все, поехал. О, да, поехал. А навстречу там, я вижу, едет большая белая лодка. Скоро она, наверное, тоже войдет в кадр. Во-во-во, понесся. Попробуем проследить его движение. Нет, вот так. Что-то приостановился. Вот, катер какой там. Ну все, они уехали, нам пора тоже идти картошку есть. Вот, наконец, ветер стих. Время, наверное, уже часов 9 вечера. Плавали 3 часа. Сегодня впервые была поймана рыба, но и отпущена. Она была очень маленькая. И, в общем, решили ее пожалеть. И отпустили. Опять очень красивый закат. Кто-то там плескается, возможно, бобры.
Вот сейчас я на пенек стану вот на этот и попробую показать, как выглядит закат. Такой вот цвет. Небо огромное-огромное, градиентное такое. Кто-то там плещется в воде. Ловили рыбу на такой спиннинг, на сякой спиннинг. Ничего. Поймать не удалось. Хотя был такой случай, что маленькая рыбка выпрыгнула из воды, сделала прыжок другой и ударилась прямо о борт по крафту. Удивительно. Такой в первый раз в жизни. Вот, разожгли костер. Из большого бревна. Это вот что осталось от первого такого большого. Ну, готовить, наверное, уже ничего не будем. Может, только чай еще заварим. Просто у костерка посидим. Радио послушаем. Как же без радио? А вот оно стоит, ждет своего часа. Миски, котелки, всякое тут. Продукты перенесли под тент, потому что они там, похоже, привлекают муравьев. Тент обвис, вообще не шелохнется. Вот палатка. А вот спиннинги стоят. На каждой из них ловили. Такую вот блесну Вильямс Трофи. И на Вильямс Ваблер, и на Коус Сама. На самые разные блесна ловили. Когда плавали вот на этой лодке. И ничего не наловили. Хотя рыба плескалась. Вот общий вид лагеря. Вот сегодня заготовил я таких вот маленьких веточек сухих, чтобы подкладывать их туда в огонь, усиливать пламя. Ну и там красота, тишина, птицы какие-то иногда пищат. И много комаров. Очень много комаров. Здесь наблюдательный пост с разными пеньками. А вот там вот в воде плавает бутылка. К ней мы прикрепили слизняка. В надежде, что может что-нибудь там поймать, типа угря. Но уже с червем такой опыт был, и ничего не поймалось. Посмотрим, как слизняк себя поведет. Комаров полно. Сапоги болотные.
Фонарь. Все подготовлено уже к вечеру. Вот так вот. 15 июня 2025 года. Вечер. 10 час.